Давненько я не листал книжку Елены Ивановны Малаховец «Подарок молодым хозяйкам». И вот сегодня возвращаемся к старинным рецептам и готовим настоящую гурьевскую кашу. Этот знаменитый десерт, о котором так много всяких разных слухов. Уж очень хочется ее попробовать. Готовим! Переливаем сливки в форму для запекания, чтобы сливки покрывали дно примерно на 2 пальца. У меня сегодня из свободной посуды только ковшик, потому я буду пенки готовить в нем. И из-за этого, я думаю, процесс затянется. Сливки у меня жирностью 33%. Если внутри сливок образовались комки, то сливки нужно хорошенько перемешать до однородности. И отправляем в духовку, разогретую до 150 градусов, нагрев верхний тен, и запекаем до образования румяных пенок. Пока сливки запекаются в духовке, подготовим орехи. Миндаль заливаем кипятком, ждем минут 10 и чистим миндаль. Он чистится очень легко, видите, раз и все. Чищенный грецкий орех моем и отправляем в чашу блендера. Туда же отправляем миндаль и несколько ложек обыкновенной холодной воды. И начинаем измельчать. Должна получиться вот такая паста. Орехи подготовили, смотрим, что же у нас происходит со сливками. Первая партия пенок приготовилась только через полчаса. Снимаем румяные пенки с поверхности. Если попадут сливки, ничего страшного. Пенки перекладываем в чашку, а оставшиеся сливки опять отправляем в духовку. В результате я снимал пенки 4 раза, и у меня на приготовление пенок ушло 2 часа. Если бы я запекал в более широкой форме для запекания, то, скорее всего, я бы уложился примерно в 50 минут, ну, может, в час. После того, как собрали пенки, начинаем варить манную кашу. Чтобы не было комков, вначале в кастрюлю всыпаем манную крупу, заливаем ее холодным молоком, перемешиваем и добавляем оставшиеся сливки. И варим кашу, постоянно помешивая. Если каша получается вот такая густая, нужно добавить еще молока. Добавляем понемножку и постоянно перемешиваем. Вот такая консистенция для гурьевской каши идеальна. Всыпаем теперь сахар, перемолотые орехи и перемешиваем до однородной консистенции. Если честно, это очень аппетитно и хочется попробовать. О, это уже вкусно! Можно дальше не продолжать, а уже кушать. Каша готова, снимаем ее с плиты. Для гурьевской каши я буду использовать консервированные абрикосы. Нарезаю их средним кубиком. А для украшения нарежу пластами. Теперь собираем гурьевскую кашу. На дно выкладываем пенки. На пенки кашу. На кашу абрикосы. На абрикосы опять пенки. Разравниваем. Последний слой – это каша. Теперь на кашу выкладываем в 1 тонкий слой панировочных сухарей и в 1 тонкий слой сахара. Отправляем в духовку, включаем верхний тен и запекаем 10 минут. Вы знаете, я понял одну вещь. Белый сахар здесь не подходит. Лучше использовать для запекания тростниковый сахар. Он быстрее плавится и сверху получается очень красивая корочка. Попробуем это исправить при помощи горелки. И все-таки растопить сахар. Да, все-таки неудачная затея. Потому что здесь при использовании горелки начинают гореть сухари. Но отрицательный опыт – это тоже опыт. Потому используем тростниковый сахар и, запекая в духовке под верхним грилем, ждем его полного запекания. Но у меня получилось то, что получилось. Гурьевскую кашу подают либо теплой, либо холодной. У меня каша постояла буквально 20 минут, но сил терпеть нет. Очень хочу попробовать. Потому сверху кашу я украшаю нарезанными пластинками абрикоса и лепестками миндаля. Ну и все, теперь давайте пробовать. А это вкусно! Надо еще попробовать. Каша получилась сытная, вкусная. Мне очень понравилось, но я ее ел еще горячей. А вот Дене так вот
Подвезло, что она попробовала и теплую кашу, и уже охлажденную, как это все положено. Давайте заслушаем мнение специалиста. Рассказывай. Ну, теплая гурьевская каша – это каша. А охлажденная гурьевская каша – это десерт. Прекрасно идет с кофе, с чаем и просто так. В меру сладко, в меру сытно. Каждая калория, как говорится, на своем месте. От души рекомендую. Спасибо тебе, дорогой мой эксперт. А я, друзья, вам хочу дать еще один маленький совет. Когда добавляете фрукты, не экономьте на них. Чем больше фруктов или ягод, тем еще вкуснее. Так что готовьте, радуйте своих родных и близких, получайте от еды удовольствие. А я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока. Бор.